Этим хищникам подвластны даже высокие горы. Крутые склоны, сильные морозы и опасные враги не становятся помехой при достижении цели. Ведь совместными усилиями эти умелые охотники способны добиться невероятных успехов. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – альпийские волки. Серые волки – одни из самых приспособленных к суровым условиям хищников планеты. Их не пугают ни каменистые склоны, ни снежная зима, ни пронизывающие ветра. Поэтому даже горные вершины стали для них родным домом. Тысячи лет эти величественные охотники регулировали численность местных животных, мастерски загоняя в ловушку коренных обитателей гор. Но появление здесь человека, который в погоне за собственной выгодой веками истреблял волков, привело к полному исчезновению этих хищников не только с альпийских склонов, но и со всей Европы. Лишь около 40 лет назад волки вернулись в эти места, и с запретом охоты их число резко увеличилось. Но жизнь здесь далеко не так проста, ведь с учетом солидных размеров волкам нужно постоянно искать провизию, которую в горных районах нельзя назвать доступной. Альпийские горные козлы – желанная добыча, но достать этих копытных порой почти невозможно, ведь при малейшей опасности они забираются на самые неприступные склоны, покорить которые могут лишь обладатели специальных копыт. Еще более ловкими скалолазами являются серны. Однако и те, и другие вынуждены спускаться в поисках пищи, что делает травоядных доступной мишенью. Но даже в этой ситуации угнаться за такой целью непросто, ведь длинноногие копытные необычайно быстры, и чтобы их настигнуть, нужна не только особая тактика, но и помощь стаи. В ожидании подходящего момента волки могут несколько суток преследовать стада копытных, которые и не подозревают о нависшей опасности, ведь все действия волков направлены на то, чтобы застать добычу врасплох. Наконец, переходя к активным действиям, хищники быстро выявляют самых слабых и уязвимых. Сменяя друг друга, они стремительно уменьшают дистанцию, и в такой момент спастись от решительно настроенных охотников не так много шансов. Жертва попадает в окружение и отточенными действиями усмиряется в считанные секунды. В горах конкуренция за пищу может быть особенно жестокой, однако, как и везде, здесь существует четкий порядок. Никто не смеет прикасаться к еде, пока этого не позволит альфа. За исключением человека, самым опасным врагом волков являются другие волки. Даже в горах, где владения хищников могут простираться на 300 квадратных километров, соседние стаи не прочь вторгаться на чужую территорию в поисках лучшего места для жизни и охоты. Битва между стаями может обернуться серьезными последствиями, ведь главными мишенями для врагов становятся неопытные детеныши и альфа-пара. Чтобы избежать ненужных стычек, стая постоянно помечает собственные угодья, а также дает о себе знать протяжным воем, который в горах может разноситься на расстояние в 15 километров. Такие меры позволяют оценивать силы соседних стай на расстоянии, и в зависимости от этого вожак принимает решение отступить или дать противнику отпор. Бурые медведи также входят в список конкурентов, ведь, невзирая на врожденную косолапость, они неплохо приспособились к горной жизни. И волки, и медведи – известные любители падали, и на этом фоне у могучих хищников часто возникают конфликты. Неопытный косолапый может быстро отступить под натиском серых хищников, но матерый медведь ни за что не уступит добычу. Он крупнее и сильнее, и прекрасно об этом знает. Но и волки при недостатке еды не готовы отступать без боя. Используя хитрые тактики, совместными усилиями они пытаются отогнать конкурента от туши. Приближаться к такому гиганту смертельно опасно. Волки быстрее и маневреннее, что позволяет легко уклоняться от вражеских атак.
но порой стремление проявить себя может обернуться печальными последствиями. Такое случается нечасто, но прямой контакт с медведем может стоить волку жизни. Однако опасность здесь представляют не только соседи. Жизнь в тяжелых климатических условиях становится в разы сложнее на горных вершинах. Зимой в долине слишком много снега, и многие животные отправляются наверх, где проще найти пропитание. Голод толкает в опасный путь и волков, которые по пятам следуют за потенциальной добычей. Однако далеко не всем суждено пережить тяжелые времена, и порой пронизывающие ветра, снегопады и другие капризы стихии ослабляют мощь стаи. К тому же всегда есть вероятность поскользнуться и упасть с отвесных скал, или попасть под лавину. Цена за жизнь в горах может быть невероятно высокой. Потеря альфа-самца, пожалуй, самая серьезная опасность для группы, итогом которой может стать даже полный распад. В горах у волка-одиночки не так много шансов. Он может без труда найти потенциальную добычу, но без поддержки толку от этого будет мало, и чтобы выжить, хищники часто совершают отчаянные поступки, в числе которых приближение к человеческому жилищу. Совершая подкопы, одиночка, подобно хитрой лисе, может нападать на домашнюю птицу, но такой добычи вряд ли хватит надолго. Куда сильнее внимание волков привлекают огромные стада домашнего скота, и это, пожалуй, самая доступная добыча. Однако на пути между охотником и жертвой встают специально выведенные собаки. Они не только не боятся волков, но и всегда готовы вступить в бой, хотя обычно демонстрации намерений более чем хватает, чтобы отбить у незваных гостей всякое желание нападать. Лишь примкнув к существующей стае или создав собственную, у одиночки вновь появляются все шансы выжить в суровых условиях. Помимо трудностей, стихия часто помогает волкам, ведь копытные также страдают от погодных условий, и зимой найденная туша становится для волков настоящим подарком. С отступлением суровой зимы жизнь волков не становится проще, ведь появление потомства увеличивает потребность в пище. К тому же мощь стаи уменьшается, ведь кому-то нужно смотреть за детенышами. Но именно временные трудности позволяют волкам нарастить небывалую мощь в дальнейшем, ведь каждый волчонок имеет все шансы стать успешным охотником и неотъемлемой частью команды. В настоящее время численность волков в Альпах растет с удивительной скоростью. На склонах обитает уже более 30 стай, и число конфликтов с человеком вновь увеличивается, что толкает фермеров на решительные действия. Остается надеяться, что меры по защите животных позволят сохранить популяцию серых хищников, и их не постигнет печальная участь прошлых поколений. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!